Мне больно вот это хочется посмотреть. Он сейчас опять начнет нам сказки рассказывать, но ничего у него не получится. Я, конечно, сразу лайк ставлю. Тоже, ребятки, и Зомби Чест тоже наш очень старый друг. Подписывайтесь. 3,57 миллиона уже у человека, кстати, подписчиков. Так что, Зомби Чест, привет тебе огромный от нашего канала. Вот, так что 16 жутких оживших статуй, снятых на камеру. Значит, сейчас будем с вами сразу смотреть, понимаете? Сразу будем разбираться, кто есть кто. И, пожалуйста, давайте-ка по-серьезки все. Асату мы смотрели, Утопию сегодня посмотрим. Все, тихо там. Тихо! Тихо! Палец вверх. Значит, ты там ставь лайк, подписывайся на канал, кто будет в повторе смотреть. Не забывай подписываться на телеграм-канал Hard Insight. 2 английских слова. Ссылка внизу в описании. Как писать, тоже внизу в описании. Специально для тебя смешного написал. Кто английский язык знает так же, как и я. Вот. Там, если что, там рекламы вообще нет. Там просто оповещение о наших стримчиках. Потому что YouTube ничего не присылает. Так, все, поехали. Давай, мой хороший. Давай, 16 оживших статуй. Как говорится, ребят, на горе стоит статуя. У статуи нету. Напишите в комментариях, что там нету. Все, поехали. Ты не порти мой рассказ! У статуи нету глаз! Кто там написал из 3 букв? Не стыдно, а тебе? Автоматонофобия – это боязнь статуи. Че, еще раз, как называется? Автоматонофобия – Автоматонофобия, боязнь статуй? это боязнь статуй. Это довольно редкая фобия, но когда неживая статуя начинает оживать, я думаю, что у кого угодно появится страх. За последние года много появляется записей видео по всему миру, где статуи каким-то чудом оживают, двигают головой, рукой, разными частями тела, моргают и даже плачут. Вы можете подумать, что это фейк. Возможно. Поверите ли вы в увиденное или нет, узнаете после просмотра всего видео от начала Это до конца. 100% не фейк. И у нас 16 мистических оживших статуй, снятых на камеру. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты найдешь все шокирующие... Значит так. Там кому интересно, подпишитесь. Значит, смотрите, мне что интересно. Вы мне скажите, вы верите, нет, в то, что статуя может свою голову повернуть? Я вот хочу не верить. Хотелось бы. Очевидно, что в этом китайском храме огромная статуя Гуань-инь мигает глазами, если, конечно же, верить этому видео. Иногда такой эффект... Так, давайте разбираться, как всегда в комментариях пиши. 1, 2, 3. Фэк, чи не фэк? Что-то, но здесь, как всегда, камера подводит. Шевеление век может образоваться при сильной тряске камеры. Можно заметить, что примерно на 40-й секунде видео камера неподвижна, но статуя все еще моргает. Так... Ребят, ну это что угодно может быть, но это опять качество нет, ни хрена. Опять 144, как я люблю. Также можно услышать звон колоколов. Возможно, это явление происходит во время какой-то церемонии. Да фэк! Сидящая на троне статуя ростом с человека начинает следить за посетителем музея, поворачивая в его сторону голову, когда он проходит мимо. Я хочу рассказать одну вещь. Не дадут соврать те люди, кто со мной летали в Мальту. Есть одно место, короче, в которое мы зашли. Это было настолько криповое, жесткое место. Вот по чесноку у меня внутри все сжалось. У них в стенах, вот в этих вот огромных мальтийских, да, там же постоянно рыцари, крестоносцы, вот у меня все фигурки оттуда. Там же постоянно одни захватывали, вторые захватывали. Там как в дурдоме там творилось. И у них прям в стенах, короче, были там, где люди жили, где... Короче, просто вот в стенах, короче, прям люди просто вот жили, там свои бункеры были, короче, там вообще там просто там. И там есть такая в одном ресторане, вот где мы как раз кролла пробовали, там этих местных кроликов готовят, там кролика, еще что-то. Из морепродуктов суп. Есть одно место,
Короче, где они, типа, такой кусочек, знаешь, он при ресторане, этот музей, где они восстановили, типа, вот сцену, как это было раньше. Поняли? Мы туда заходим, ну, не темно, день, все, то есть. Но так как это в стене, я вам отвечаю, там так то ли подсветка выстроена. Мы зашли, я захожу, и я чувствую, на меня смотрят. Вот все, кто со мной был, вот Егор не даст собрать SEO команду, вот, да, вот этот наш старый. Мы заходим, и просто, знаешь, такое, знаешь, чувство, вот все эти статуи, они на тебя смотрят. То есть я вроде такой, типа, чё? Знаешь, у меня внутри вот так вот раз все. Я такой думаю, ну, может, там, я не знаю, там у меня там что-то, знаешь, в голове, там, дурдом какой-то. Проходим дальше, заходим в комнату, а там, знаешь, типа, какое-то сено нарисовано, типа, ну, вилами сена. Он то ли сено, то ли какую-то траву разгружает, знаешь, такая, как этот, ну... Я поворачиваю голову в этой комнатке направо, и на стуле сидит, ну, восковая, естественно, статуя. Она настолько реальная. Она, понимаешь, вот она прям смотрит. Блядь, я просто вот так вот просто вот так вот смотрю. Я говорю, что? Я говорю, пойдем отсюда. Они, короче, говорят, го. И все, вот, все, кто был там, все абсолютно такие, типа, вообще, пойдем быстрее отсюда. Потому что такое криповое место. Но я так думаю, что, может быть, это правильное такое освещение, либо слишком реалистичные были фигуры. Но посмотрите, где-то можно найти на канале этот видос на хардплее. По-моему, я на хардплей канал кидал видос с этим. По-моему, сюда и кидал. Давайте посмотрим на это странное движение головы. Вот статуя слегка смотрит в сторону, Так, второе а видео. вот когда посетитель прошел мимо нее, голова статуи повернута уже совсем в другую сторону. Но это оптический обман обычный. Это типа, смотря под каким углом он как снимает, не верю. Фэк. Второе вообще Говорят, шляпа. что эта статуя неоднократно двигала глазами. Тысячи людей собираются в этом месте, чтобы собственными глазами увидеть чудо, а может даже просто фокус, но тем не менее. Также можно заметить, что двигается левая рука. Почему люди верят, что эта статуя ожила? Потому что она сделана из глины и никак не может двигаться без мистики. Что-то вот этот вот моментик немножко это. Что думаете? Что-то вот здесь вот как-то, по-моему, пободрей все это выглядит. Может быть, монтаж. Статуя протыкает другую статую трезубцем посреди ночи. Сложно Третье сейчас под вопросом. Ну, вроде как фэк третье, но хз. Давайте четвертую смотреть. поверить в правдивость этого видео, но оно все равно заставляет задуматься и появляется куча вопросов. Возможно, это какие-то видеомонтажные спецэффекты или что-то подобное. Особенно странно то, что в камера видеонаблюдения выключается сразу Графика видна, ребят. Вот за это точно скажу, что фейк, слишком видно графику. же, Сейчас увидите. как статуя протыкает трезубцем другую статую. Но чтобы поверить в реальность этого момента, нужно самому лично это наблюдать. Думаю, одним удивлением не отделаться. Видно прям графика, знаете, как в старых странных фильмах. Вот что-то примерно то же самое. Прям, знаешь, такая графика, причем палевная. Не, фэк. Четвертый фэк В 100%. храме Шринития удалось заснять видео с помощью камеры ночного видения, как статуя Саи Так, внимание, камера хорошая. Бабы зашевелилась. Ловким движением плечами статуя скидывает с себя украшение, висевшее на нем. Что вы об этом думаете? Ну и что? Ну, обычный ветер.
Ну, здесь, ребят, ну, типа, видно, что с этой стороны... Подожди, стоп, окей. Если вот с этой стороны, допустим, слева направо, вот так вот по картинке дует ветер. А ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас мы разберемся, подождите-ка. По идее, если моя теория верна, то вот это вот упадет первое на видео. Может быть, что-нибудь пробежало, да. Может быть, что-то где-то, какой-то суслик пробежал, задел что-то. Ну, я не увидел там какого-то движения. Не, ребят, ну, пятое это На вообще этом шляпа. видео мы снова видим статую, которая двигает глазами. До 12 секунды видео у статуи почти закрыты веки, и когда автор этого видео включает освещение, статуя явно открывает глаза. Опять же таки, возможно, это вновь правильно подобранный ракурс камеры и создается такой эффект, но все же здесь статуя явно открывает глаза. А как думаете вы? Спасибо, бро. Стоп, здесь он стоит примерно, если вот это брать под... Он здесь примерно стоит градусов под 30. А начало видео... 12 секунды видео у Не, статуи ну здесь угол другой, ребят, совершенно. Здесь хорош. Это просто ракурс. Да нет, нет, нет. Херня. почти закрыты веки, и когда Но момент очень интересный. автор этого видео включает освещение, статуя явно открывает глаза. Опять же таки, возможно, это вновь правильно подобранный ракурс камеры. Что думаете? М? Ну, приоткрыла глаза побольше. Причем прилично. На монтаж не похоже. Может быть, светом как-то так играют. Потому что, видишь, с правой стороны свет идет. Вот здесь затенение. Вот это прям четко видно. Вот отсюда фонарь светит какой-то. Потому что вот затенение идет. Я думаю, из-за света. Мое мнение. Напишите в комментариях, кто что думает. Интересный момент. И создается такой эффект. Но все Может же быть. здесь статуя явно открывает глаза. А как Свет и думаете ракурс, вы? да-да-да. Я тоже так думаю. А может быть вообще другая статуя, кстати. Может быть их две рядом какие-то стоят одинаково. Статуя Мы же не знаем. Иисуса Христа в церкви неизвестного места. Ох, бля, вот этот видео, вот это видео. Вот от этого видео, я помню, я его как-то на вечер посмотрел, я просто чуть не обосрался, я вам серьезно говорю. Это настолько... Вот просто посмотрите сейчас, вот про это видео я вам сказал в самом начале просмотра этого ролика. Чекайте. Чудесным образом оживает, открывая глаза. Некоторые называют это настоящим чудом. Вот эту, короче, тему, по-моему, вот это видео, несмотря на его качество, не смогли, короче, объяснить. По-моему, так. Потому что мне стало интересно, я тогда, типа, начал смотреть всякие вот эти форумы, не форумы, посвященному вот этому, вот, ну, короче, вот где вот, типа, все разгадки, монтаж чекают. Но оно вроде с виду, знаешь, такое, ну, явно видно, что какой-то прикол, но очень криповая херня. Реально очень криповая. Для всего мира, пойманным на камеру. К сожалению, настоящего происхождения и описания данного видео мне не удалось найти. Но обосраться можно конкретно. Ну, насколько я знаю, да, вот, типа, и говорят то, что не фейк. Типа, не фейк, и, ну... Но тут явно не свет. Тут, ребят... Блин, я просто охерел, если бы такое увидел. Это видео было записано Очень спорная тема. Я вам сразу сказал, я в принципе ждал вот этого видео, именно вот этого. Потому что в свое время меня единственное, что в этом видео смутило, вы заметили, он камеру отводит. Вот это меня смутило. Поэтому такое, но стрёмненькое видео. Честно, ну, стрёмное немножко.
написана в 1992 году. Удивительно то, что ни один эксперт за столь большой промежуток времени не смог найти правдивые доказательства того, что это может быть видеомонтаж. У человека, который записал это видео, даже взял интервью новостной канал. Да ну нахер. Мистическое явление Кого? произошло в небольшом вьетнамском поселке летом 1985 года. Что-то я вот 7-8 вообще не понял, что это за прикол. Типа, если люди еще смотрели и чекали, что это не монтаж, то это вообще просто алаверды. Около 250 тысяч человек приехали в эту деревню, а все потому, что местные жители утверждали, что видели, как статуя Девы Марии двигалась по обочине дороги. Некоторые и вовсе Стоп. Мне кое-что по ушам ударило. Слушайте внимательно. Слушайте. Здесь прям ответ кроется в начале. в небольшом вьетнамском поселке летом 1985 Поселок. Я сейчас скажу, к чему это. года. Около 250 тысяч человек приехали в эту деревню, а все потому, что местные жители утверждали, что видели... Местные жители, деревня утверждали. Я вам сейчас объясню, к чему я веду. Зачастую, то есть, когда... Ну, я серьезно, я не только на стримах вот всякие вот такие вещи смотрю, сейчас тем более, ну, снимать вот этот всякий мистический контент, я волей-неволей начинаю реально, ну, чекать каждое место более подробно, в которое я поеду, и зачастую про всякие вот эти Несси, не Несси, помните, динозаврик там все плавал, которого никак, блядь, бедного найти не могут. Зачастую местные жители очень часто придумывают какие-то истории, чтобы увеличить поток туристов в то или иное место. То есть, да-да-да, вот вы абсолютно правы. То есть туризм просто летит вверх. По автоматам начинают продавать сувениры, всякую прочую херню, водить туда экскурсии. То есть, вот вы вдумайтесь, 250 тысяч человек в одно место пришло. Я могу ошибаться, но давайте смотреть. как статуя Девы Марии двигалась по обочине дороги. Некоторые и вовсе говорили, что статуя парит в воздухе. Деревенский слух привел к тому, что новость разлетелась моментально, и некоторые люди стали Деревенский слух. приезжать к статуе как к святыне. Подобные наблюдения были по всему Вьетнаму, из-за чего 1985 год стал годом движущейся статуи. Статуя сейчас вернулась в нормальное состояние и больше не двигалась, но чудо это или нет выяснить пока не удалось. Я не утверждаю, но просто первое, что у меня на ум приходит. То есть я повторюсь, ребят, реально я скептик. То есть я, может быть, где-то там на подсознании верю, что что-то может быть, но я больше скептик. То есть я... Надо просто очень внимательно всегда слушать. Эта статуя двигалась, пишет автор видео. Вроде как Я раз тоже смотрел, думал, Белоснежка и 7 гномов смотрел. Включил и сайт не посмотрел, на котором смотрю. Все, в принципе, начиналось довольно безобидно. То есть Белоснежка такая, знаете, я еще удивился, слишком какая-то красивая. Хотел мультик посмотреть, почему-то фильм начался. И знаешь, так монтаж такой интересный. А потом такое началось, я говорю, там 7 гномов такие, там все. Ладно, мы не об этом. можно заметить, как мраморная статуя Фул в Телеграм кину. двигается. Большая часть людей согласна с этим. Спустя 45... Бля, просрал, сорян. Чего у нее двигается? Ну-ка еще раз. Эта статуя двигалась, пишет автор видео. Вроде как можно заметить, как мраморная статуя двигается. Большая часть людей согласна с этим. Спустя 45 секунд Головой. этого видеоролика статуя Белоснежки похоже, что слегка качается, если внимательно присмотреться. А ты что здесь видишь? Пиши в комментариях под видео. Фигурка высотой Кто-нибудь что-нибудь в 10-м увидел?
Ничего не понял, но очень интересно. 11. около 25 сантиметров, являлась даром божеству загробного мира Осирису и датируется примерно 1800 годом до нашей эры. В здании Манчестерского музея она находилась около 80 лет, но задвигалась только сейчас. Причем, что интересно, эти пируэты статуя выписывает только днем, как бы отворачиваясь от надоедливых посетителей. Движения статуи, которая стоит в стеклянной витрине древнего экспоната, были записаны камерами наблюдения. При этом на ролике видно, что к статуе никто не прикасается. При ускоренном воспроизведении записи можно заметить, как высеченная из камня фигурка медленно, но неуклонно вращается на месте вокруг своей оси. Серьезно? Серьезно, да? Опять же музей, опять же фигурка вращается на одном месте. Ну, ребят, ну то же самое, что я так чувствую, было, где 250 тысяч человек пришло. То есть просто байт на музей, и все. В церкви Санта-Ана в мексиканской деревне во время пятничной мессы у 300-летней статуи Иисуса Христа зашевелилась голова. Многие прихожане восприняли произошедшее как чудо. По мнению одной из свидетельниц, Иисус таким образом пытался что-то сказать. На опубликованных кадрах запечатлено, как статуя Ёб твою мать, это даже уже не 144, это уже, я не знаю, это уже Статуя прям... Христа 19 века, которую ради пятничной мессы специально достали из стеклянного саркофага, качает головой. Если отнестись к этому скептически, скорее всего, веревки, на которых была подвешена статуя, ослабли, из-за чего всем показалось, что церковь посетил Бог. Тем не менее, это все равно прекрасное событие. Статуя Девы Марии в Аргентине. Эта статуя плакала не раз, не два, целых 38 раз. И не просто слезами, а кровью. Она Я не помню где, в какой-то... Где-то в России давненько эта тема была, что типа мироточение, по-моему, да, это называется. Это когда мир такой, как прозрачная такая штучка такая выделяется из икон. Есть где-то, я слышал уже про тему, то, что типа статуи или иконы плачут тоже кровью, типа как такая красная, как типа кровь появляется. Но я не помню где. Где-то это уже было, но очень давно. Что-то это где-то было. принадлежит одной женщине, которая снимала это на камеру, из-за чего многие стали к ней Блин, спасибо. съезжаться. Владелец статуи разрешила всем снимать на камеру эту фигуру, Спасибо. что привлекло еще больше людей, которые приходили, чтобы мельком увидеть это чудо. Женщина рассказала об этом СМИ, утверждая, что статуя была подарена ей после того, как она перенесла потерю ребенка, и впервые статуя начала плакать кровью в 2017 году. Женщина уверена, что статуя была способна творить чудеса, и также рассказала, что у одного человека даже исчезла опухоль после того, как он увидел кровавые слезы. Это видео было заснято Очень спорно. человеком, который посетил одну из церквей в Америке. Мистическим и таинственным является то, что эта скульптура начала поднимать голову. Все, кто это видел живьем, думают, что это часть какого-то розыгрыша. Ну а вдруг это не так? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Эм. Чё? Все, да? Чё? Это или фэк? Но если это не фэк, то... Статуя Девы Марии Не, но это было слишком жестко. Я думаю, что это какой-то механизм. Ребят, да вы что, угораете? Ты представляешь, если бы такое люди увидели где-то в храме или еще где-то?
Там бы нахер все в обморок попадали просто сразу, вы чё? Плакала кровавыми слезами в Боливии. Чудо или обман? Прихожане одной из церквей в боливийском районе Пандо пришли в ужас, увидев, как установленная в храме статуя Девы Марии начала плакать кровью. Жидкость красного цвета была замечена в районе глаз и рук монумента. Образцы вещества отдали местным врачам, чтобы они выяснили его состав. Боливийские священники затрудняются объяснить происхождение кровавых слез на статуе. Стоп. Вот оно опять несовпадение. Опять вот эти вот несостыковки, они все вот, их слишком по ушам бьет. То есть отдали они на экспертизу врачам, но при этом почему-то священники Какие священники? Врачам отдали. Что врачи сказали? Кровь это, я не знаю, краска, что? Ну типа, вот такие мелочи, они всегда вот... Вслушивайтесь в это, ребят. Статуя. У них также нет идей, почему каменная Дева Чем Мария священники? вдруг заплакала. Недавно в буддийском центре Малайзии посетители наблюдали, как некоторые статуи Будд шевелили губами, моргали, двигали грудью и руками и Чего? излучали свет. Удивительное явление длилось около часа. Свидетели сообщили, что сначала они увидели, как одна из статуй Будды шевелит губами, а ее грудь вздымалась как от дыхания. Потом и другие статуи шевелили губами, а некоторые даже моргали и шевелили пальцами. Многие из свидетелей Чего? записали странные явления на сотовые телефоны и фотоаппараты, а потом выложили в YouTube и Facebook. YouTube, Facebook, я когда-нибудь увижу, нет, хоть одно видео Full HD. Когда-нибудь в каком-нибудь веке я увижу, нет, видеоролик полный Full HD. Ну, чтоб вот прям идеальное качество было. Когда-нибудь я этого увижу, нет? Хоть в каком-нибудь мистическом видео. Я сразу говорю, я буду Full HD снимать. На одной из записей видно, как Сломаем от стереотипы. свастики на груди статуи Будды несколько раз исходил свет. На другом видео позади статуи Будды появляется синий свет. Еще более невероятно, что некоторые люди, которые находились в центре 27 февраля, заявили, что они не видели статуи движущимися, а на видео, которое они пересмотрели, они могли видеть, как статуи шевелят губами. Другие видели, как у статуи движется лицо, Ну но и на как это их понять? записях это не отразилось. Некоторые пытались объяснить движение статуй Будд как коллективные иллюзии членов буддийского центра, но на сегодняшний день никто не в состоянии объяснить видео, на которых видны движущиеся статуи Будд. А на этом у меня все. Если вы хотите Вот продолжение, оно. то вам всего лишь нужно написать под Пошло этим добро. видео, что вам это понравилось. Слушай, ну прикольно. На самом деле прикольно. Пару моментов для меня, по крайней мере, остались под вопросом. У меня, в принципе, возник сейчас только один вопрос. Вопрос самый главный, самый важный к вам. Как вы вообще думаете, может ли такое быть? Вы знаете, из чего-то подобного, из статуи или из каких-то вещей, для меня мистикой остается люди в состоянии... монахи в монастырях-то, где они, на Эвересте, да, по-моему, где-то по дороге в Эверест вот эти вот есть. Там они по 100, по 200 лет сидят, как оно состояние называется, самати, да, по-моему. И типа у них тело не разлагается. А вот эти вещи, вот, допустим, очень интересны. То есть, да, как в состоянии транса сидят. Или в Гималаях где-то, не помню где. Где-то на Тибет, точно. И вот это вот очень интересно. То есть вот эти вещи я бы на самом деле поизучал, но дадут ли это сделать? То есть, если честно, очень интересно. Ну, бред не бред, но факт остается фактом. Что люди сидят и тело их не разлагается. Это очень интересные вещи. То есть это реально странно. Но пока что я ничего такого не увидел, так что кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.